Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить ремейку московского завода игрушек Прогресс, а именно Maserati Mistral 3700 Coupe, который выпускался там с конца 70-х по 2005 год. Данная модель является мини-копией реального легкового автомобиля класса Gran Turismo, выпускавшейся итальянской компанией Maserati с 1964 по 1969 год. Автомобили этой серии оснащались рядными шестицилиндровыми моторами с оригинальной конструкцией и спортивными характеристиками. Впервые модель была представлена публике в 1963 году на Туринском автосалоне. Советский же ремейк был пластиковой копией на итальянскую модель Maybe Toys, которая выпускалась в металле. Исполнение московского Maserati было как для пластика довольно неплохим, но все-таки не дотягивало до итальянской версии. Как у итальянской, так и у советской копии Maserati открывающимися частями были двери и капот. Хочется напомнить, что аналогичную модель, но металлическую, производил московский завод автотракторного электрооборудования АТ номер 1 с 1978 по середину 90-х годов. Прогрессовский ремейк за время производства претерпевал достаточное количество изменений, которые, как правило, были следствием износа пресс-форм, технологическими сложностями или желанием удешевить модель. На одной из моих моделей, к сожалению, установлены неродные колеса, и я надеюсь на то, что смогу найти те, которые соответствуют его периоду производства. Коллекционерами установлено около 10 изменений в конструкцию данных моделей в зависимости от года производства. Предсерийные модели сначала были в металле, а потом в пластике. В металлической версии на стекле есть итальянские надписи. На днище у них зашлифованы все надписи, фары отдельными деталями, а колеса со ступицами. В салоне итальянские надписи и значок Maybe Toys, ручка КПП двухсторонняя и отдельной деталью. У ранних промышленных партий 1980 года на дне появляется артикул Art N85MG и цена 2 рубля 00 копеек, и появляется круг, но еще без знака завода. Все остальное без изменений. У моделей периода с 80 по 84 год на месте круга появляется значок завода в форме ракеты, и в салоне пропадает глаз Maybe Toys. Других изменений не замечено. Следующий вариант 84-85 года претерпевает больше изменений. Фары становятся цельнолитные с кузовом, двигатель без надписей, колеса без ступиц, салон без надписей и делается не из полистирола, как ранее, а из полиэтилена. Модели 85-88 года получает на дне новый артикул MG 085 01 48 78 и цену 1 рубль 70 копеек. Ручка КПП становится односторонней отдельной деталью, а на бамперах и стекле появляются цифры порядка нахождения в форме. В моделях 88-90 года ко всему перечисленному добавляется изменение в форме днища, изменено донышко в передней части и добавлены упоры для капота. В 90-91 году к перечисленному еще и меняется цена на 3 рубля 40 копеек, а колеса с полузалитыми спицами. У моделей, произведенных в период с 91 по 94 год, на дне зашлифован артикул и цена, колеса без ступиц, глухие с односторонними спицами, на стекле цифры порядка нахождения в форме, все остальное остается без изменений. У поздних моделей 94-2005 годов колеса уже цельнопластиковые и без шин, ручка КПП отлита совместно с салоном. За время изготовления моделей коробки тоже менялись. Основные отличия были в цветах, надписях, качестве картона и качестве печати. С 1982 года название на коробке «Модель копия» сменили на детскую игрушку. Позже коробки были унифицированы по дизайну с моделью Автобианко Примола. Цена на данный пластиковый ремейк сегодня на аукционах не слишком высокая и колеблется от 2-3 долларов за модель массового периода производства до 20-30 долларов на более мелкотиражные. Модели предсерийные, ранние и еще с коробками могут быть и дороже. Для сравнения, итальянский металлический вариант стоит от 100 до 300 долларов в зависимости от наличия коробки, состояния и года выпуска.
Всем спасибо за просмотр данного обзора. Надеюсь, он был для вас интересен и познавателен. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Пока-пока.